Добрый день, друзья! Сегодня очень непростой вопрос о воде, которой мы поливаем наши орхидеи. Вопрос очень сложный и большой с научной точки зрения. Я не буду это рассказывать, да я вам и не расскажу этого всего. Но из длительного общения с моими орхидеями я на личном опыте вам расскажу, что такое вода, которой мы поливаем орхидеи. И на эту тему всегда очень-очень много вопросов. Почему не получается, почему закукливаются корни. Вот дошли до стеночек горшочка и закуклились. Начинаю поливать, вроде бы корни начали расти хорошие, а потом раз и начинают все пропадать. Давайте подумаем, одним из важных факторов роста, здорового роста нашей орхидеи является вода. Факторов очень много, но сегодня только о воде. Я вам часто говорю, что я пользуюсь для полива своих орхидей только водой из фильтра обратного осмоса. Почему я это делаю? Ну, как и многие, я живу в обыкновенной квартире, и вода ко мне поступает, конечно, из крана. Знаю, что у нас есть очистные сооружения, и там воду обязательно обеззараживают, это холодную, и хлорируют, а в горячую добавляют соли. Это я знаю точно, потому что у нас рядом была, очень давно в моем детстве котельная, и мы ходили смотреть на эту соль, которую добавляют именно в горячую воду. Но горячей водой мы, естественно, орхидеи не поливаем, а холодной мы поливаем, а она всегда у нас хлорированная, то есть обеззараженная. А еще они, пока дойдут до нас, идут по большим металлическим. У нас еще не пластиковые трубы по городу, что-то меняют, но я иногда вижу, что они меняют, это обыкновенные металлические трубы. То есть, что там вода еще приобретает в процессе того, как она идет по этим трубам, сказать очень сложно. Поэтому я использую воду только из обратного осмоса, из фильтра. Она у меня 5 степеней очистки. Помимо того, что хлор, еще какие-то примеси металлов. Если вам интересно, просто возьмите, наберите фильтр обратного осмоса, вам все станет понятно, от чего фильтр освобождает эту воду. И еще как дополнительный, это не фильтр, а у меня стоит минерализатор на воде. Поэтому, может быть, поэтому всегда корни моих орхидей, вы спрашиваете у меня, почему они такие зелененькие, хорошенькие, вот, например, не черненькие, не коричневенькие. Может быть, поэтому. Есть люди, пользуются водой из скважины. Здесь все значительно сложнее. Если вы сделали из своей скважины химический анализ воды, это очень замечательно. Вы просто знаете, что в вашей воде находится. А если вы ее просто отстаиваете, то не факт, что какие-то присутствие там железа, причем большое количество. Это не то, что там микроэлементы, которые мы специально добавляем в удобрения к нашим орхидеям, а вода иногда бывает, я, например, видела в Калужской области, мы приехали в гости, а из крана идет совершенно желтая вода. И даже если ее отстоять, там получается огромный осадок, привкус у воды ужасный. Поэтому всякое бывает. И из скважины даже для себя, даже для своего здоровья нужно обязательно сделать анализ воды. Что же вы пьете? А тем, что вы отстояли воду, это ничего не решает. Но вы же ее еще и употребляете, и пьете, и что-то там готовите на ней. И вот мне пишут о том, что женщина вот недалеко, где-то в Ростовской области, у них своя скважина. А орхидеи просто умирают. Вот буквально она ее купила 2-3 месяца, и начинают умирать у нее корни. И пока мы долгими переговорами наконец-таки выясняем, что она просто в металлическом, например, баке отстаивает эту воду, а потом поливает орхидеи, вот отсюда можно сделать вывод. Если скважина, надо воду обязательно кипятить. И только кипяченой водой поливать орхидеи. Еще, если вы в квартире и отстаиваете, просто отстаиваете воду, если у вас замечательная вода, здравствуй, Юлечка. Кот, как всегда, пришел с нами поговорить. Спасибо, родной, спасибо.
Ты хочешь поучаствовать в съемках? Да, вот так ты любишь орхидеи? Да. Хорошо, зайка, пожалуйста, не мешай. Или ложись рядышком, или не мешай. Если вы из-под крана просто отстаиваете воду, вы просто убираете хлор. Остальное все вы убрать не можете. Есть еще pH воды. То есть это жесткость и мягкость воды. Жесткость и мягкость воды можно вот такой лакмусовой бумажкой узнать. Если у вас мягкая вода, это просто замечательно. А вот если жесткая вода, то обязательно на корнях Юлечка, сюда нельзя, я ж тебя просила. То обязательно на корнях появится, сейчас покажу вам, вот такой желтый налет. Вот видите, это старые корни у орхидеи. Я не знаю, чем ее поливали до меня. Корни я там оставила. Но вот веломен вообще весь стал жестким. Знаете, такое впечатление, что на нем какое-то большое количество солевых отложений. И вот эта маленькая тонкая часть, которая называется веломеном, вот это веломен — это именно вот эта серебристая часть, а внутри это губчатая структура, там совсем по-другому называется. Вот она начинает отмирать, и когда засаливаются вот так корни, он просто перестает работать. Да, через там другие губка наберет, но вот эта часть перестает работать. Хочу вам показать вот такую орхидею. Да, и pH мы можем измерить вот такой лакмусовой бумажкой, тут все написано. Это лакмусовая бумажка, тестер как бы для почвы, но ее вполне можно использовать и для воды. У нас продается в Леруа и стоит где-то 150 рублей. Но здесь их 80 штук, этих лакмусовых бумажек. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так выглядят бумажки. Можно использовать ее для определения pH воды. Это то есть кислотности воды. Я не буду вам показывать, прямо опускать эту воду в одну, в другую. Просто вам скажу, что у нас из крана жесткая вода, такой средней жесткости вода. И у нас это 7. Для орхидей это, ну, не смертельно, но не очень хорошо. Не критично, но не очень хорошо. Нужна вода между 5 и 6. Вот это хорошая вода для полива орхидеи. И когда у орхидеи начинают корни вот так засаливаться или что-то происходит, посмотрите, что орхидея делает. Сейчас покажу вам, какой корень у этой маленькой орхидейки. И что она делает? Она начинает проращивать корень от корня. Вот один, вот второй. И самый часто задаваемый вопрос – это что такое раскукленный корень? Из 200 вопросов в день, на которые я отвечаю, обязательно кто-нибудь доспросит, что такое раскукленный корень. Это вот такой, на конце зелененький, вот такой, растущий корень. Вот он раскукленный. А вот этот корень, вот, он закукленный. Смотрите, разница какая. Вот этот корень молодой и растущий. Что я никогда не делаю просто водой из-под крана. Ну, у меня это невозможно, потому что жесткость воды, она действительно не очень хорошая для орхидей. Я один единственный раз в жизни орхидеи, если я ее пересаживаю, и я вам много раз показывала, я один единственный раз промываю ее под краном. Причем я обязательно замеряю температуру под краном. Там вода должна быть теплая, поэтому там присутствует и холодная, и горячая вода. Я ее промываю при пересадке. Один единственный раз. Больше этой водой я никогда не пользуюсь. Я никогда не поливаю орхидеи из душа. Потому что могут вот так засаливаться корни. Даже при том, что я
поливаю своей водой из обратного осмоса, старые корни, в любом случае, потому что у меня стоит минерализатор, они могут покрыться вот такой корочкой, но это за 2 года. А если их раз в месяц поливать душем, представляете, какая там у нас вода? Ну, о том, о чем я рассказывала. И вы очень часто будете это делать, вы никогда не получите вот таких корней. Да, есть регионы, в которых вода просто замечательная. Мягкая вода, нет никаких примесей. Это прекрасно, это замечательно. Тогда их можно поливать действительно из душа. Но потом не забывайте, что после полива надо обязательно промокнуть все пазухи или сделать какое-то проветривание, поставить орхидеи в теплое помещение, чтобы они обязательно просохли и не сгнили. Ну, в общем, я таким не занимаюсь никогда. Ну, это просто невозможно, это физически невозможно. Они прекрасно растут у меня и без полива душем. И еще я никогда орхидеи и вот эти корни, которые растут, и орхидея цветет, растет здорово, я никогда их тоже не опрыскиваю. Я только поливаю, наливаю в горшок воду, она у меня постояла, здесь вода, я сливаю эту воду, все, больше я никак не поливаю. Поэтому обратите особое внимание на ту воду, которой вы пользуетесь для полива орхидей. И если вы отстаиваете воду, вы убираете хлорку. Значит, обязательно, еще если у вас нет фильтра, обязательно еще ее кипятите. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. До новых встреч! Увидимся на канале!